Наверное, нет человека, который бы не слышал о собаке из Японии. Хатико, она стала символом верности и преданности. Но совсем мало кто знает о шотландской собаке Бобби, хотя его история произошла ранее, за 100 лет до Хатико. Еще в 1873 году в самом центре Эдинбурга шотландцы установили памятник собаке по имени Бобби. Но чем же она стала так знаменита? Сейчас мы вам расскажем. Эта история – часть культуры народа Шотландии, и шотландцы с удовольствием рассказывают всем о ней. События происходили в XIX веке. Пес родился в 1855 году. Его хозяином стал обычный мужчина, работавший ночным обходчиком в полиции города. Собачка была небольшого роста породы скай-терьер. Бобби, так звали пса, постоянно сопровождал своего друга. И все было хорошо, пока Грей, хозяин собаки, не заболел туберкулезом. Болезнь была смертельной, и мужчина скончался. Джона Грея похоронили в старой части города у церкви, на кладбище для небогатых людей. И вот с того момента постоянным пристанищем Бобби стала могила его хозяина. Собаку стали подкармливать неравнодушные люди и владелец ресторана, который расположен недалеко от кладбища. В этот ресторанчик Джон Грей частенько забегал вместе с Бобби. А в совсем лютые морозы добрые люди забирали пса к себе домой. Говорят, что однажды жители какой-то деревни решили подарить дом Бобби и забрали его себе, но тот сбежал и вернулся на могилу. Все было довольно неплохо, пока в Шотландии не вышел закон об избавлении от всех бродячих собак, но Бобби уже был известен на весь Эдинбург и далеко за его пределами и стал местной достопримечательностью. Его под покровительство взял лорд сэр Уильям Чемберс, он был главой шотландского сообщества по защите животных. Чемберса поразила верность и преданность этого пса, он сделал на свои деньги специальное разрешение и заказал особый ошейник, где была надпись «Гриф Райерс Бобби от лорда-мэра», разрешено 1867 год. Теперь Бобби мог спокойно передвигаться по городу. Так малыш прожил на кладбище 14 лет у могилы своего хозяина и умер в 1872 году. Многие люди приезжали в Эдинбург только ради того, чтобы познакомиться с собакой. Еще при жизни Бобби было решено поставить памятник. За эту работу взялся скульптор Уильям Броди. Он смоделировал пса незадолго до его смерти. Памятник открыли после смерти собаки. Он сделан из бронзы на красном гранитном постаменте. Неоднократно его разрушали вандалы, но власти восстанавливал памятник в первозданном виде. К сожалению, по законам того времени собаку не смогли похоронить рядом с могилой Джона Грея. Поэтому приняли решение похоронить его у ворот кладбища, где позже сообщество по защите животных сделало красный гранитный памятник рядом с могилой. До сих пор сюда приходят люди, приносят цветы и игрушки. Эта история пример того, насколько животные преданные и верные. И им абсолютно не важно, бедный ты или богатый, больной или здоровый, Мерседес у тебя или Око. Они любят просто за то, что вы рядом, и очень больно наблюдать, как люди, хотя таких даже людьми сложно назвать, предают, обижают и убивают братьев наших меньших. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.